Он бы хотел, чтобы это было так, когда его жизнь превращается в одну из них, после того, как он по глупости открыл проклятую иконку игры на своем смартфоне. Однажды ночью мы видим, как друг Канами, Хаманда, бежит по улице, как будто за ним гонится психопат, и оказывается, так оно и есть. Это какой-то псих в костюме медведя, и он гонится за Хамандой с ножом. Хаманда думает, кому бы позвонить за помощью, и вспоминает своего друга Кету, но потом решает, что не может ему доверять, и звонит Канами. Но, к сожалению, он попадает в тупик, и псих его догоняет. Вместо того, чтобы наложить в штаны, Хаманда пытается дать отпор и бросает в него кучу канцелярских ножей, как какой-то детсадовец. А псих просто уворачивается от лезвий и перерезает ему горло, как профессионал. После этого он стоит и смотрит на свой новый навык, разинув рот от удивления. На следующее утро мы видим, как Канами просматривает крутые подержанные мотоциклы в интернете, размышляя о своей нищете и пустых карманах. В этот момент к нему подходит его друг Йода и спрашивает, видел ли он граффити на улице возле станции. Он говорит, что недавно его граффити с пиксельными контурами тел стали появляться повсюду в Сибуе, и люди уже устали от этого. Он показывает ему несколько фотографий и думает, как это было жутко и интересно. В этот момент заходит их друг Хироюки и спрашивает, не видели ли они где-нибудь мертвого Хаманду. Они говорят, что может быть он просто прогуливает, и спрашивают, как он и Хамада получили новые велосипеды и подрабатывают ли они где-нибудь. Хироюки говорит, что ничего такого нет, и просит их сообщить, если они увидят Хамаду. В этот момент Канами говорит, что вчера вечером получил от него странное уведомление и решает проверить. Он видит, что это ссылка на бесплатную мобильную игру, и сразу же открывает ее как настоящий геймер. Игра называется «Дарвиновская игра», и они думают, что Хамада просто увлекся ею и поэтому пропускает школу. Зная, что это такое, Хироюки оборачивается и говорит Канами не открывать приложение, но, как и положено главному герою легенд, он делает все наоборот и запускает игру. Внезапно из экрана выскакивает змея и кусает его за шею, и Канами падает на землю, как в драконьих шарах. Тем временем на экране мобильного телефона появляется сообщение, что он стал новым игроком, а его друг Хамада уже мертв, и игра начнется через час. Друзья отводят его в медпункт и укладывают на кровать. Он немного спит, а потом приходит в себя. Медсестра говорит ему вернуться в класс, если он чувствует себя хорошо, но он говорит, что ему очень плохо, и заполняет заявление на досрочный уход. После этого он выходит и встречается с Хироюки и Йодой, которые тоже собираются прогулять урок. Йода предлагает пойти в караоке, но Хироюки подходит к Канами и говорит, что хочет обсудить кое-что важное, связанное с игрой, которую ему прислал Хамада, и что он придет к нему домой вечером. Канами удивляется, что говорит его маленький друг, но встает и позволяет ему уйти. Затем он идет гулять с Йодой. Позже, когда он едет домой на поезде, он решает сделать самую глупую вещь, которую только можно придумать. И открывает приложение с игрой, делая прямо противоположное тому, о чем буквально пару часов назад его предупреждал друг. Он видит на экране своего персонажа Чиби и говорит, что просто придирался, и это обычная игра. Счетчик побед и сражений показывает 0 с кнопкой «Старт» внизу. Он нажимает на нее и попадает в пару с психопатом-убийцей Бандой. Канами узнает в этом парне талисман местного бейсбольного клуба и удивляется, как его имя оказалось в игре, ведь он еще даже не создал аккаунт. В этот момент он оборачивается и видит настоящего Банду, который сидит напротив него на сиденье с ножом в руке. Он встает и начинает приближаться к нему, а затем наносит Канами удар ножом. Канами уклоняется в сторону и спрашивает, что он делает, но Банда продолжает молча нападать на него. Канами блокирует удар своим рюкзаком, а затем отталкивает его, убегает и выходит из поезда. Он бежит в ближайший полицейский участок и говорит офицеру, что этот псих пытался его убить. Полицейский думает, что он попал в бандита и пытается остановить его, но говорит, что он просто пушечное мясо и убивает его одним ударом. Затем он подходит к Канами и собирается нанести последний удар, но вдруг получает удар арбалетным болтом в спину. Оказывается, это Хироюки стоит позади него с оружием. Он говорит Канами, что тот выиграет матч, если сможет убежать от убийцы или если у него закончится время на экране. Бенди использует технику невидимости и исчезает, как будто его и не было. Но Хироюки говорит ему, чтобы он использовал шаринган, и вставляет еще один болт в его шлем. Бенди удивляется, и его невидимость пропадает, но он бросается на него как сумасшедший и наносит удар в живот. Канами поднимает Хироюки и идет с ним к машине скорой помощи. Он спрашивает, что происходит и как Бенди стал невидимым, и Хироюки объясняет, что это должно быть сила его печати, и что это игра Дарвина. Затем Канами отводит Хироюки в здание автостоянки, и они прячутся там от этого садистского пушистого талисмана. Он пытается вызвать скорую помощь, но Хироюки говорит, что во время игры он не может ни с кем связаться или отправить сообщение. Они оба сидят и смотрят, как Бенди ищет их в округе. Когда два игрока участвуют в матче, на их экранах отображается местоположение друг друга, что облегчает
облегчает убийце поиск своей жертвы. Бенди в конце концов определяет их местоположение и заходит в здание, где прячутся наши парни. Канами получает сообщение от некой Шуки, которая говорит, что может помочь ему, если он захочет. Хироюки говорит ему, чтобы он убегал и оставил его, потому что с его-то поисками ему будет гораздо безопаснее. Услышав это, Канами убегает и показывается банде, а потом начинает бегать, чтобы тот погнался за ним, как в каком-нибудь дурацком скетче. В конце концов он оставляет банду в туалете, где прячется в шкафчике. Банда заходит и говорит, психическая мать-перемать, достает пистолет из кармана. Он говорит, что взял его у полицейского и начинает стрелять по кабинкам. Но тут Канами делает ход конем и прыгает на него сзади с огнетушителем и валит его на пол. Затем он садится на него сверху и начинает бить, но банда одним ударом в лицо сбивает его с ног, а потом достает нож и становится невидимым. Канами думает, что ему конец, но тут вмешивается сюжетная броня. Итра-кун посылает своего маленького кузена Кара-куна с парой идиотов, которые врезаются в невидимого пушистого урода и отбрасывают его к стене. После этого они думают, что кого-то сбили и быстро уезжают. Когда НПК уходит, Бама снова становится видимым и признается, что проиграл. Экран Канами подтверждает это, а затем Бама исчезает, превращаясь в пиксели, как в какой-нибудь виртуальной реальности. И говорит, что ему было весело играть в игру, в отличие от его дерьмовой работы, и исчезает, оставляя после себя пиксельный силуэт там, где он умер. После этого Канами вспоминает, что внизу умирает его друг, и бежит к нему, вызывая скорую помощь. Но когда он добирается до места, то видит там только тело и понимает, что Хироюки погиб. В этот момент он получает последнее сообщение, в котором говорится, что он должен выжить. Где-то на крыше блондинка Шупа получает уведомление о том, что ее друг по игре Канами победил банду, и говорит, что с нетерпением ждет возможности поиграть с ним. На следующее утро Канами просыпается у себя дома и читает логи в своем игровом аккаунте. Он узнает, что выиграл рейтинговый матч и заработал 10 очков. Кроме того, он поднялся до 3-го ранга, и его жизнь по-прежнему ужасна, но он разблокировал функцию гача. Прочитав это слово, он на мгновение вспоминает Мангольда, а затем пробует сыграть в редкую гачу за 1 очко и выигрывает 2-звездочный пистолет. Внезапно ему доставляют посылку с Amazon. Он открывает коробку и находит внутри пистолет, удивляясь, насколько безумна эта игра. Затем он переписывается с Шукой, и они решают встретиться ночью на заброшенном складе, и она расскажет ему подробности игры. Сначала он сомневается, стоит ли идти, но все равно решает пойти, иначе он никогда ничего не узнает об игре. Он оставляет свой пистолет дома, но покупает рюкзак, полный средств самообороны. Тем временем игроки из 8-го клана уничтожают членов Якудза и полностью их истребляют, убивая всех, включая их босса. Похоже, они расследуют недавние смерти игроков, и один из них до сих пор не найден. Позже той же ночью Канами встречается с Шукой на складе, и она разрешает ему задать один вопрос, прежде чем полностью ему довериться. Он спрашивает, как можно выйти из игры, но она говорит, что пока единственный способ – это умереть или полностью ее пройти. Он думает, что это чушь, но она говорит, что не она придумывала правила, и что она тоже всего лишь игрок. Затем она начинает задавать вопросы ему и спрашивает о его сигнале. Она говорит, что когда новый игрок начинает игру, его кусает змея, которая наделяет его уникальными эволюционными способностями, позволяющими играть в эту игру. Даже если он не знает, когда это произойдет, он должен уметь использовать эти способности, и они отображаются на его экране. Канами проверяет свой экран на наличие имени своего сигнала, но там написана только ошибка. Шука говорит, что не может доверять тому, кто даже не знает своего сигнала. Затем она собирается напасть на него, но Канами ослепляет ее фонариком и убегает, спасая свою жизнь. Он бежит к выходу, но Шука закрывает дверь с помощью пульта и нападает на него сзади с модифицированной цепью. Канами убегает и прячется за трубами, но Шука включает свет и идет прямо к нему. Он пытается проверить все выходы, но они оказываются заперты, и Шука говорит, что ему больше некуда бежать. Она говорит, что была с ним нежна, чтобы он показал ей свой сигнал, но похоже, это будет разочарование, и решает прикончить его своими цепями. Ее способность управлять своими цепями силой мысли, и она использует их, чтобы преследовать его, пока он убегает. Убегая, Канами начинает думать как игрок в League of Legends и жалуется на дизайн игры, а также на баланс команд, и кричит, что если бы у него сейчас было оружие, он бы не сдался. И тут в его руках внезапно появляется пистолет, и он думает, что, может быть, Док наконец-то услышал его мольбу и оборачивается, чтобы выстрелить в Шуку. Шука удивляется, увидев пистолет в его руках, и едва уворачивается от пули. После этого Канами продолжает бежать, а Шука преследует его, и он просит ее признать поражение и говорит, что не хочет с
с ней драться. В какой-то момент он останавливается, чтобы перевести дух, и вспоминает, что она сказала о том, что его способность – это так же естественно, как дышать. Он вспоминает момент, когда у него в руке появился пистолет, а затем использует свою способность, чтобы сделать скотч и проволоку, и устраивает для нее ловушку. Затем он заманивает ее к электрическому щитку и стреляет в нее из пистолета, привязанного к трубе. Шука уворачивается от пули, но свет гаснет. Канами говорит, что заранее приспособился к темноте, чтобы напасть на нее в темноте, а затем бросается к ней, уворачиваясь от ее цепей. Подбежав ближе, он достает электрошокер, валит Шуку на землю и направляет на нее пистолет. Он говорит ей, что не хочет, чтобы она исчезала по частям, как остальные, и она понимает, что он говорит правду и на самом деле не знает, что это была за игра. Она говорит, что это называется система подсчета очков, и признает поражение, и говорит, что теперь будет слушаться его приказов. Часть ее очков переходит к Канами, и Ардуну достается его первый член. После боя он падает ей на колени, засыпает и просыпается на следующий день в ее постели. Проснувшись, она говорит ему, что хотела бы поиграть с ним в игру. Она также рассказывает ему о функции убежища, которая позволяет игрокам удалить свое имя из списка участников матча. Канами проверяет свой баланс, и после победы над Шукой вчера вечером он составляет 639 очков. После лечения он принимает ее просьбу создать клан, и она говорит, что для создания клана нужно быть как минимум 2-го ранга Б. Он спрашивает, не должна ли она сама создать клан, ведь у нее уже 4-й ранг. Но она говорит, что в таких ситуациях должен быть лидером парень. И мы все знаем, к чему это приведет, верно? С этими словами она говорит, что позвонит им вечером, и они расходятся. По дороге домой Канами пытается обменять 10 очков на деньги, чтобы посмотреть, как это работает, и получает на свой счет 1 000 000 иен. Для вас, американские фанаты, это примерно $6.700, больше, чем у вас на счету. На следующий день Канами идет к статуе Маяи в Сибуе, которая почему-то накрыта полиэтиленовой пленкой. Вскоре на место приходит Шука и говорит, что они пойдут на свое первое свидание прямо сейчас. Он спрашивает ее о модификации события, которую они все получили. Она говорит, что мероприятие пройдет прямо здесь, в Сибуе, и для них, естественно, ознакомиться с местностью перед началом. Она говорит, что сейчас они пойдут в парк Яйоги, и по дороге она объясняет ему некоторые правила игры. Правило номер 1. Никогда не рассказывай нормалам об игре и не распространяй информацию о ней среди людей, которые в нее не играют. Поэтому лучше всего называть ее просто игрой, когда ты на публике, а некоторые люди называют ее игрой D. Затем она говорит ему, что в Сибуе нужно быть особенно осторожным, потому что недавно там произошел инцидент, когда 12 человек заблудились и погибли возле статуи, которую раньше накрывали. Это место также контролируется 8-м кланом, поэтому там обычно много игроков. После этого они возвращаются на станцию и осматривают несколько торговых центров, пока Чапа покупает одежду. Тем временем один из игроков звонит аналитику, который следит за Канами и его достижениями и продает информацию о нем члену боксерского клуба Данжо. Взамен она просит информацию о недавнем уведомлении о событии с поиском сокровищ, и он говорит, что единственное, что он знает, это то, что не всем игрокам пришло это уведомление. После этого он направляется на станцию, так как у него есть свои планы на Канами. С другой стороны, Канами ждет Шуку, пока она закончит краситься, и вдруг у него крадут телефон. Парень из боксерского клуба, который его искал, показывает свое лицо и говорит, чтобы он шел за ним. По дороге он говорит, что обычно нельзя играть в игру на чужом телефоне, но все равно будет неприятно, если пропадет пена, поэтому лучше ему пойти с ним. Потом он отводит его в переулок и говорит, что люди говорят о нем как о новичке, который победил известного охотника на пушистых монстров и непобедимую королеву. После этого он вызывает его на бой и говорит, что всегда хотел попробовать свои силы против сильного игрока и подняться в рейтинге. Канами говорит, что не хочет ни с кем драться и что его втянули в игру, не объяснив, во что он ввязывается. Но парень не слушает его и начинает драться, нанося ему несколько ударов. Он сразу же попадает ему в лицо и сбивает с ног. Разочарованный, он говорит, чтобы он позвонил Шуке или кому-нибудь еще, кто меняет ему подгузники, и что он будет ждать, пока не прикончит его. Но тут Канами неожиданно бьет его электрошокером по ноге. Он говорит, что ни с кем не работает, играет один и готовится нанести еще один удар. Боксер-блондин не понимает, где он мог оставить электрошокер, и первое, что приходит ему в голову, это его задница. Но потом он приходит в себя и говорит, что это должно быть как-то связано с его чайкой. После этого Канами бросается на него и пытается снова ударить электрошокером, но тот отталкивает его коленом. Канами падает и, приставив к его телефону электрошокер, говорит, что поджарит его, если тот не признает поражение. Тем временем Шука выходит из ванны и спрашивает, куда делся ее мальчик-раб,
а потом ей звонит аналитик и говорит, что она нашла того, кого она искала. И похоже, он не из боксерского клуба Данжо. Затем она говорит, что проверила информацию о восьмом клане, и хотя у нее мало сведений о их новом члене Сиге, она не думает, что он из их клана. Кроме того, у нее почти нет информации о Ванге, потому что он убил всех, кто с ним сталкивался, а заставить мертвецов говорить не ее конек. Шука говорит, что заплатит ей втрое больше, если она найдет информацию о человеке, которого она ищет. А потом аналитик спрашивает, нужна ли ей информация о Канаме. Услышав его имя, Шука приходит в ярость и говорит, чтобы она дала ей всю информацию, которая у нее есть, и тогда она оставит ее в живых. После этого она выходит на улицу и видит, как он дерется с блондином-боксером. Она тут же начинает атаковать боксера цепями, но он уворачивается от них. После этого Канами снова угрожает ему, и парень сдается. Затем он представляется как Инукай из боксерского клуба Дандзё. Он возвращает себе телефон и говорит, что скоро начнется охота за сокровищами. Все смотрят на экраны своих телефонов, и внезапно вокруг их тел появляются телепортационные капсулы. Шука говорит, что это происходит перед телепортацией во время событий, и похоже, что всех их разделит. Канами отправляют в комнату в отеле, и он смотрит на экран, гадая, обычная ли это игра на поиск сокровищ. Всего в игре 300 участников, включая Вайн, аналитика и некоторых других. Цель игры — собрать кольца, и у тех, кто не сможет собрать хотя бы 3 кольца к концу игры, игра закончится. Голодные игры, версия охоты за сокровищами, начинаются с того, что девушка в школьной форме нападает на Вайн с помощью огненной атаки. Но тут же падает с крыши насмерть, знаменуя начало этой кровавой бойни. С другой стороны, Шука бродит по улицам Сибуи в поисках своего питомца Канами, и она натыкается на тело девушки, которая упала раньше. Люди собрались вокруг, фотографируют, но вдруг с неба раздается пронзительный звук. И когда он стихает, все нормалы обычные люди идут домой, как будто их загипнотизировали. Шука отмечает, что они, должно быть, не хотят, чтобы нормалы вмешивались в игру, поэтому заставили их всех уйти. Вернувшись в отель, Канами читает инструкцию к мероприятию, и талисман змея в приложении сообщает, что это игра на поиск сокровищ, где игроки могут набрать много очков. Сокровища разбросаны по всей территории в виде 7 разных колец с драгоценными камнями. Каждое кольцо можно обменять на определенное количество очков, и игроки могут побороться за них, если захотят. Все игроки участвуют в режиме королевской битвы, но они не могут использовать функцию поиска, пока мероприятие не закончится. Кроме того, они получают доступ к приложениям для отображения карты и камеры, которые помогут им в поисках. Наконец, любой игрок, у которого к концу мероприятия не будет хотя бы 3 колец, проиграет и, по сути, отправится в Нарнию. А выход из зоны проведения мероприятия также приведет к мгновенному завершению игры. Канами видит, что в этом раунде всего 300 колец, а это значит, что к концу игры останется 3 игроков, и это звучит не очень весело и дружелюбно. Он решает позвонить своей мамочке, чтобы она его успокоила, но оператор на другом конце провода говорит, что он не может этого сделать, потому что они находятся в игре и общаться можно только с помощью внутриигрового чата. Затем он использует приложение для отображения карты и видит много колец на карте, а затем использует приложение для камеры, чтобы увидеть, что город выглядит как руины. Кроме того, в разных местах горят красные огни, которые указывают на кольца, и одно из них находится прямо под кроватью в его комнате. Он наклоняется и поднимает кольцо, которое оказывается золотым кольцом из игры Sonic the Hedgehog на Sega. Если смотреть через приложение с воздушной камерой, оно похоже на рубиновый браслет и стоит 500 очков, что эквивалентно $335. Больше, чем у Эллы, у которой нет денег. Затем он открывает дверь, чтобы выйти, но, увидев очертания тела за дверью, начинает срать в штаны. Он пытается прижаться к стене и спрятаться, но врезается в другое очертание на стене и понимает, что у него серьезные проблемы. В здании отеля больше одного игрока, и если он хочет выжить, ему нужно бежать на улицу. Он осматривается с помощью приложения с воздушной камерой и замечает, что на разных этажах есть красные огоньки, которые означают, что их кто-то подобрал. Он бежит к лифту, но потом решает воспользоваться лестницей. Он создает пистолет с помощью своей руны и замечает, что кто-то поднимается на его этаж. Он решает сразиться с ними, если придется, но тут же начинает сожалеть, когда видит, что это призрак из Call of Duty, готовый изрешетить его из пулемета. Он бежит как анимешный персонаж, но потом видит, что массивные корни деревьев перекрывают все выходы на первый этаж. Он бросается к лифту, но призрак догоняет его и говорит, что игра окончена. Не имея другого выбора, он бросает в него кольцо и говорит, что больше ему нечего дать, но призрак смотрит на его задницу и думает, правда ли это. Наш парень Канами понимает, что он задумал, и умоляет сохранить ему жизнь, говоря, что у него нет ничего ценного, кроме призраков. Но призрак говорит, что у него есть пистолет, и если кто-то готов стрелять, то должен быть готов и к тому, что его могут застрелить. Затем он говорит, что Биби сейчас разорвет его на куски, но у него заклинило пистолет, и он не может выстрелить. Канами видит в этом возможность и поворачивается к нему с пистолетом, направленным на него, и говорит, что выстрелит, если тот не сдастся. Призрак смотрит на его слабую задницу и говорит,
говорит, что пусть попробует выстрелить, зная, что у него кишка тонка нажать на курок. Затем он поправляет пистолет и снова направляет его на него. В этот момент подъезжает лифт, и двери открываются. Призрак просто проходит мимо него и заходит в лифт, говоря, что его пули не стоят того, чтобы тратить их на него, и уходит. Когда он уходит, Канами падает на пол и думает, что нет ничего веселого в том, чтобы убивать других, и что, несмотря на все это дерьмо, он должен заполучить 3 кольца, иначе он умрет. Он смиряется со своими женскими идеалами и говорит, что если он хочет выжить в этой игре, то должен убивать других, и на этом все. Вскоре подъезжает лифт, и он решает зайти, но останавливается, когда слышит, как сзади с ним разговаривает девушка. Оказывается, это аналитик, и она предупреждает его, что если он не хочет умереть, то не должен садиться в лифт. Он говорит, что ребенка не должно было быть в этой игре, и что лестница заблокирована каким-то странным деревом, так что единственный выход — это лифт. Но потом он оборачивается, чтобы заглянуть в лифт, и видит, что мистер Призрак мертв, а его тело оплетено ветками и лианами. Девушка говорит, что это значит, что игроки внутри заперты кем-то, кто управляет растениями, и они держат их в заложниках. Канами говорит, что по предыдущим записям он видел, что в здании было около 10 игроков, а девушка говорит, что вначале их было 25. Затем она представляется как Рин, аналитик, и говорит, что они, как загнанные в угол крысы, должны объединиться, чтобы выбраться из отеля. Тем временем где-то за пределами игровой зоны люди собираются вокруг, чтобы посмотреть прямую трансляцию этой охоты за сокровищами. Ведущий объявляет, что на данный момент больше всего очков у Шуки — 100 очков и 6 колец. У нее было 49 очков, но она проиграла Солому, но все равно остается сильным бойцом. На втором месте лидер 8-го клана Ван. У него 5 колец, но у его клана в общей сложности больше 18 колец. После этого, начиная с 3-го места, в центральной башне Сибуи, которая вся покрыта растениями и лианами, происходит много всего. В этот момент появляется ведущая казино и встречается с каким-то богато одетым стариком. Она представляется как Темис, менеджер троицы. Я уверена, что у Бога есть что сказать по этому поводу. В любом случае, они все смотрят на экран, как 4 нуба гоняются за Шукой, думая, что у них есть преимущество. Но Шука напоминает им, что бесполезные нубы, которые ничего не стоят, все одинаковы, сколько бы их ни было. Ведь 0 умноженный на 4 все равно останется нулем. Она убивает 2 из них и убегает, позволяя им выдохнуться, пока они гонятся за ней. Они стреляют в нее из своих сигилов, но она одним ударом убивает их и уходит, а потом удивляется, что Канами делает. Темис говорит, что ей нравится Шука, но старик говорит, что он предпочитает мальчиков, и что Шука была бы идеальной, если бы была парнем. Темис отмечает, что он жена-ненавистник, и говорит, что несмотря на это, игроки и зрители получают удовольствие от этого события, сражаясь за деньги и мощные сигналы. И это, безусловно, уникальный опыт. В отеле Рин говорит Канами мотивационную речь о том, что убегать и не убивать других — это красиво, и они заключают временный союз. Он заходит в лифт, чтобы посмотреть на тело призрака, который, вероятно, теперь настоящий призрак, и копирует его автомат, пока он там. Затем он спускается по лестнице, чтобы посмотреть, можно ли пройти мимо корней, но отмечает, что для этого нужна бензопила, а они пока не могут ее создать. Он спрашивает, можно ли спуститься по веревке из окна, как в кино, и Рен говорит ему, что они на 40-м этаже. И хотя он может выжить благодаря своей броне, она всего лишь второстепенный персонаж, поэтому она никак не может спуститься таким способом. После этого они все начинают подниматься по лестнице, и он спрашивает, знает ли она, кто может стоять за этими растениями. И она говорит, что у нее недостаточно информации, чтобы точно определить это для одного единственного человека, но это некто по имени Лес. Он никогда не показывается на глаза и расставляет ловушки, чтобы убивать других своими растениями. Она говорит, что это означает, что они будут в относительной безопасности, пока находятся на верхних этажах. Услышав это, Канами задается вопросом, правда ли все это. Если игроки в лифтах погибли, почему их не телепортировали и не превратили в уличное искусство, как остальных? Это значит, что все они живы и могут прийти за ним. Он использует свою аэрофотокамеру и видит, как несколько игроков выбегают за ними из-за угла. Он хватает поводья и начинает бежать назад, и они замечают, что у всех игроков, выходящих из лифтов, есть ответвления, и они по какой-то причине объединились. Рейн бросает светошумовую гранату и оглушает их всех, и они оба бегут наверх, чтобы спастись от них. Канами пользуется своим телефоном и замечает, что они все еще преследуют их, и удивляется, откуда они знают об их местонахождении, если у них нет никаких звонков. Рин говорит, что, возможно, всеми ними управляет флорист, используя какой-то препарат для промывания мозгов из своих растений. И у них может быть какая-то сенсорная штука, которую можно отследить их местонахождение. Когда вокруг них нет растений, это не имеет смысла для Канами, и он начинает оглядываться по сторонам и понимает, что лес находится в центре города. Комнату наблюдения использовал камеры слежения в здании, чтобы следить за ними. Канами сбивает камеру и говорит, что пойдет в комнату наблюдения и выведет оттуда этого любителя подглядывать. После этого они оба начинают бегать по зданию и уничтожать камеры сколько смогут. Затем они заходят в запертую комнату, которую Рин подготовила, когда впервые пришла в здание. Они начинают планировать следующий шаг и придумывают план, как отвлечь
флориста с помощью бомб, пока другой человек найдет его и победит в бою 1 на 1. Тем временем флорист приказывает своим людям обыскать все коридоры и этажи и очистить их один за другим. Когда его люди заканчивают обход, он задается вопросом, куда делась убегающая пара, и определяет их местонахождение в той самой комнате, куда они пошли, чтобы уничтожить камеры. Он думает, что у них был какой-то инструмент, который позволил им проникнуть в запертую комнату без ключей, потому что все ключи хранятся на первом этаже, который закрыт деревьями. В конце концов его люди заходят в комнату, но она оказывается пустой. Он замечает, что здесь были следы пары, и говорит, что они должно быть где-то рядом, но вдруг все слышат взрыв этажом ниже. Он посылает своих людей к баррикаде на 26-м этаже, и мы видим, как Рин пытается взорвать там лестницы с помощью бомб. План не срабатывает, потому что лестницы слишком толстые, но это было ожидаемо. Затем она бросает светошумовую гранату и оглушает всех безмозглых игроков, которые за ней гонятся, а потом использует электрошокер, чтобы пробраться мимо них. Она бежит наверх, и мы видим, как она уворачивается от пуль, как Нео из Матрицы. Оказывается, ее сигнил — это способность анализировать информацию обо всем вокруг, включая точное местоположение и воздействие каждого атома в этой области. Это позволяет ей в определенной степени предсказывать будущее, и это, по сути, аналог Шарингана. Эта способность называется Лаплас в честь демонического концепта, и она использует ее, чтобы собирать информацию о других и продавать ее, чтобы выжить в игре D. Кроме того, она может уклоняться от атак и стрелять в других, как будто у нее есть продвинутые хаки наблюдения. Она использует свои способности, чтобы отстреливаться от безмозглых игроков, и это заставляет охранников задуматься о ее сигнале. Тем временем Канами спускается на первый этаж по веревке, свисающей из окна. Он добирается до главного холла и направляется в комнату наблюдения. Но тут выходит сам флорист и говорит, что хотел бы поговорить с мальчиком, прежде чем они начнут сражаться друг с другом из-за какой-то глупой игры. Затем он спрашивает, зачем тот играет, и Канами отвечает, что его просто втянули в это. Флорист говорит, что он играет на деньги, и человеческая жизнь стоит от 100 до 200 миллионов иен. Это примерно $670 за одного. Миллионы долларов для вас, американские парни. После этого он надевает свою растительную броню и бросается на Канами. Он бросает в него бомбу, но она не причиняет никакого вреда парню-растению, и тот прыгает вниз, нанося мощный удар, от которого пол трескается. Канами отпрыгивает назад, чтобы увернуться, и пытается выстрелить в него из пистолета, но из земли вырастают растения и выбивают пистолет у него из рук. Канами говорит, что это значит, что он может действовать серьезно, и создает автомат, который он скопировал раньше, и начинает стрелять в него. Но, к его удивлению, пули отскакивают от его прочной брони, и парень-растение использует лозу, чтобы сломать автомат в его руках. Флорист говорит, что это шах и мат для него, потому что он видел, как Канами использовал свою способность. И что это способность создавать любое оружие, которое он видел раньше, но у нее есть предел. Канами думает, что он прав, и что он может использовать свою способность всего пару раз из-за сильной головной боли и боли во всем теле. Затем он создает еще один автомат и бросает бомбу в парня-растения. Флорист говорит, что он знал, что тот так сделает, и подходит к нему вплотную, готовый ударить, но Канами улыбается, держа в руке гранату и закрыв глаза. Он использует ее, чтобы оглушить парня, а затем исчезает из виду. Он убегает, но флорист мгновенно догоняет его и отбрасывает назад мощным ударом по животу. Канами встает и пытается выстрелить в него, но флорист создает щит и просто отражает все пули, а затем снова сбивает его с ног ударом лозы. Канами падает на землю и смотрит, как тот приближается к нему, словно главный босс, который одержал победу. Он думает, что это конец, но тут срабатывает его броня, и он слышит голос человека внутри себя. Его печать говорит ему, что он может не только создавать вещи, к которым прикасался, но и получать всю информацию об этих предметах и о том, как их лучше использовать. В прошлый раз, когда он стрелял в парня с растениями, ему пришлось использовать свой щит, а значит, он считал пули угрозой. С этой информацией он должен знать, что делать, чтобы победить в этой битве. С этим внутренним монологом о силе Канами встает и начинает стрелять в него как сумасшедший. Он модифицирует пистолет, уменьшая срок его службы для увеличения давления и мощности выстрела, что позволяет его пулям пробивать деревянную броню. Они оба доводят свои сигналы до предела и падают на землю, но первым падает флорист, и это победа Канами. Он говорит ему прикончить его, но Канами говорит, что тот умрет от какой-нибудь болезни или чего-то еще, и что ему не интересно убивать других. В этот момент сзади появляется Рин с пистолетом, направленным на голову флориста. Она спрашивает его, сколько колец в здании, и он говорит, что там должно быть около 24 колец. Затем она спрашивает, знал ли он, что лидер 8-го клана тоже участвует в мероприятии. Она говорит, что большинство сильных
игроков уже собрали все кольца в этой локации, и первый этап соревнования подходит к концу. Это значит, что скоро 8-й клан нападет на них, чтобы отобрать кольца, и поскольку они уже вымотались, они не смогут защищаться или дать отпор. Чтобы дать им шанс, она предлагает создать импровизированный клан, чтобы сразиться с 8-м кланом и повысить шансы на выживание. После создания клана они ложатся отдохнуть и восстановить силы. Канами спит 3 часа, а Хираджи строит новые баррикады, чтобы не пускать других. Когда Канами просыпается, они все собираются на одном этаже и решают поговорить с призраками. Они предлагают ему 3 кольца и отпускают его, пообещав не нападать на него во время соревнования. Сначала они предлагают ему вступить в их клан, но он отказывается объединяться с парнем-растением, который промыл ему мозги. Он спрашивает о 2 других игроках, и они говорят, что отдали им 3 кольца и отпустили с их ранами. Сделав все это, они начинают обсуждать свой план по борьбе с 8-м кланом, и призрак приходит в ярость, услышав их название. Он говорит, что возможно все-таки присоединиться к их клану, чтобы отомстить Вагу. Канами также говорит, что Шука скоро придет в отель, чтобы присоединиться к ним, и их клан станет сильнее на 5 человек. Тем временем и Краткая и его банда решают устроить настоящий шухер в отеле, напасть на одинокого парня и забрать его кольца. Вы все, наверное, задумались над тем, что я сказал. Позвольте объяснить, что он планирует сделать. Вин решил дождаться ночи, чтобы напасть на отель с более чем 20 членами своего клана, включая тех, кто не участвует в событии, чтобы забрать у игроков кольца. На данный момент он собрал более 32 колец с помощью членов своего клана и хочет получить более 50 колец, чтобы стать чемпионом события и получить особые привилегии, о которых ходят слухи. Тем временем в отеле Канами и остальные собрались за столом и обсуждают свой план. Они разделят кольца поровну, половина очков достанется флористу, потому что он сделал большую часть работы на этом этапе. Кроме того, они будут ждать 8-го, чтобы напасть на него, а затем перехватят его, когда он пойдет за кольцами. Призрак снимает шлем и представляется как Рюдзи. Он говорит, что хочет отомстить жадному Вангу, потому что у них есть общая история, а затем спрашивает, клюнут ли они на этот план. Рин говорит, что они точно придут, но даже если не придут, это будет победой для них, потому что у них есть все кольца, которые им нужны. После этого она говорит, что ее беспокоит, что очки начисляются не по ценности камней, и это выглядит неестественно. Кроме того, в правилах нет упоминания о том, что кольца являются сокровищем в этой охоте за сокровищами или что нужно сделать, чтобы пройти событие. Это значит, что настоящее сокровище – это что-то другое. Рюджи говорит, что они поговорят об этом после того, как разберутся с 8-м, и спрашивает Канами о Шуке, не собирается ли она прийти к ним. Он говорит, что она скоро должна прийти, и проверяет сообщение, но пугается, когда получает от нее сообщение с просьбой о помощи. Мы видим, как Шуга идет по станции Сибуя, а за ним следует светловолосая девушка, которую никто не замечает. Она осматривает местность в поисках колец, но ничего не находит. Она думает, что где-то еще могут быть слепые зоны, и продолжает идти, чувствуя, что за ней кто-то наблюдает. В этот момент на нее нападает вода, но она вовремя уворачивается и думает, что это чей-то сигнал. Она бежит к выходу и видит там светловолосого парня. Она атакует их цепями, но вода перед ними замерзает, останавливая ее атаку. Затем она использует цепи как бур, чтобы пробиться сквозь лед, но парень замораживает и это, забирая у нее цепи. Она бежит обратно к другому выходу, но вода начинает затапливать станцию, и она тонет, прежде чем отправить Канами сообщение с просьбой о помощи. Канами решает пойти ей на помощь, и Рюджи присоединяется к нему с пистолетом. Шука говорит, что будет помогать им с крыши в качестве снайпера, а флорист будет охранять. Канами и Рюджи выходят и замечают, что Шука находится всего в 5 минутах ходьбы от них, поэтому они осторожно идут к ней, не держа в руках колец. Они замечают, что из первоначальных 300 игроков осталось только 168, и что это похоже на какое-то пафосное мероприятие, где все в Шибуе собрались вместе с нормальными людьми. Канами рассказывает Рюдзи о своей печати и говорит, что может копировать только базовое оружие, а такие сложные предметы, как смартфоны и машины, ему не под силу. Затем он спрашивает, зачем Рюдзи играет в эту игру, и тот отвечает, что хочет выиграть, а деньги его цель, и что его сигнал мусор, но он может понять, когда кто-то лжет. Затем он ругает Riot Games за проблемы с балансом, и они наконец добираются до станции метро и видят того беловолосого парня, которого встретили раньше. Рюдзи говорит им, чтобы они перестали прятаться и вышли на свет, иначе странный парень рядом с ним бросит в них гранату. Парень выходит, и Канами замечает, что он выглядит даже младше Рин. Кстати, у Рин она находит QR-код на кольце и сканирует его телефоном, чтобы получить код. Флорист тоже подходит, и они сканируют все кольца, чтобы найти разные коды,
хотя на некоторых кольцах коды одинаковые. Они думают об этом и решают, что настоящее сокровище этого события что-то другое, и им понадобятся все кольца, чтобы получить полный код и разгадать эту тайну. Парень говорит Рюдзи, что у них нет оружия и они не будут нападать. Рюдзи подтверждает, что они говорят правду, и они проходят мимо них к станции метро. Парень говорит им, чтобы они туда не ходили, потому что там может быть опасно, и Рюджи замечает, что он что-то скрывает от них, потому что точно знает, что там внизу что-то опасное. Когда они подходят к лестнице, они замечают, что все затоплено, и Канами решает пойти за Шукой и говорит Рюджи, что если он не вернется через 5 минут, то может отдать свои кольца парню и вернуться в отель. Как только он уходит, Рюджи направляет пистолет на парня и говорит, что они уже один раз солгали, и он не хочет, чтобы на его руках была кровь ребенка. Он требует, чтобы они рассказали ему все, что знают о воде на станции, но парень использует свою болезнь и воду из пожарного гидранта на обочине, чтобы заморозить спусковой крючок и убежать. Но призрак решает преследовать их, потому что уверен, что они как-то связаны с наводнением, и у них есть важная информация. Парень забегает в здание, прячется, и оказывается, что у него раздвоение личности. Это тело девушки по имени Суи, и она делит его с душой своего брата Сда. У Сда есть ледяной посох, а у Суи водный посох. Она не хочет никого убивать, но Сдоа более реалистичен и знает, что им нужны кольца, если они хотят выжить. Призрак говорит им выйти, потому что хочет поговорить с ними, но Сдоа отвечает, что они не попадутся на это, и начинает говорить с Суи о том, как победить парня. Она соглашается помочь ему и использует свой сигнал, чтобы направить воду в канализации рядом с ним. Но призрак уворачивается от ледяных шипов и начинает стрелять наугад, чтобы выманить их. Шода придумывает план и использует свой телефон как приманку, чтобы заманить призраков в магазин. Он подходит к полке с напитками и находит телефон на полу. Он не понимает, что задумал этот парень, но внезапно его окатывает водой из бутылок, и он тут же замерзает. Шода подходит к нему и говорит, что это конец, но Суи останавливает его и говорит, что не хочет жить, если это означает, что ей придется кого-то убить. Тем временем Канами плывет в холодной воде и натыкается на ледяную стену, в которой застрял Шука. Он пробивает стену своим пистолетом, а затем с помощью приложения находит Шуку и спасает ее, выплыв на поверхность воды. Он пытается привести ее в чувство, но она без сознания. Он не знает, что делать, и пытается сделать ей искусственное дыхание, и это, наконец, приводит ее в чувство. Когда она приходит в себя, она целует Канами за то, что он спас ее, и благодарит его за это. Затем она говорит ему, что играет в эту игру, чтобы отомстить за своих родителей и убить своего убийцу. Кроме того, она хочет найти и наказать создателя этой игры за то, что он играет с жизнями людей. Канами соглашается и говорит, что рад, что у них с ней общие цели, включая желание наказать создателя этой дурацкой игры. После этого он использует свой сигнал, чтобы создать для нее цепи, а она использует свои силы, чтобы выбраться из подземки. Вскоре наступает ночь, Иван вместе с другими людьми готовит бомбы и оружие для нападения на отель. Пока он готовится, он сканирует QR-коды на кольцах и думает, как победить в игре. В этот момент начинается второй этап. На карте появляются новые кольца, Иван решает наконец напасть на отель. На карте появляются новые кольца, в том числе с бриллиантами и изумрудами. Все снова начинают действовать, и повсюду вспыхивают бои. Канами сообщает Рин о ситуации, и она рассказывает ему о QR-кодах и просит прислать ей код от изумрудного кольца, который они получили от Суи. Канами так и делает, и Рин говорит, что она получит код от бриллиантового кольца, чтобы получить полный код. Тем временем Шука и Суи ссорятся, и Суи извиняется за свои действия. Она говорит, что больше не будет участвовать в боях, и что не хочет жить так плохо, чтобы убивать других. Шука проверяет ее слова атакой, но потом прощает ее, потому что из-за ее выходок они с Каной сблизились. Вот тебе и мазохистка-извращенка. После этого Суи использует свой знак, чтобы высушить их одежду, и говорит, что она плохо умеет пользоваться своими силами, а ее брат лучше владеет ледяным знаком. Услышав это, Шука решает пригласить Суи в их клан и говорит, что ей не нужно сражаться или убивать других, если она этого не хочет, и что она может помогать им, занимаясь стиркой и уборкой. Говорит, как настоящий рабовладелец, Суи принимает приглашение, и их клан начинает приходить в форму. Призрак говорит, что его все устраивает, лишь бы он смог прикончить Ванга. Канами смотрит на него и говорит, чтобы он не забывал, что их главная цель – выжить, а не убить Ванга, и чтобы он это помнил. Он даже спрашивает, что им теперь делать, и получает сообщение от Риан с последним кодом. Он говорит Шуке, что они снимут все свои кольца и отправятся за настоящим сокровищем игры, чтобы закончить это событие и победить. Он рассказывает Рион о своем плане и говорит, что она тоже должна уйти, потому что у них нет шансов справиться с 20-30 членами 8-го отряда в одиночку. Хираджи говорит, что у него есть дочь примерно ее возраста, которая очень больна.
Ему нужны деньги на ее лечение, поэтому он пройдет игру с кольцами, которые стоят подтвержденных очков, а не с какими-то вероятностями получения сокровищ. Он отпускает ее и остается в отеле со всеми 20 кольцами, расставляя еще больше ловушек для варваров внизу. Люди Ванга входят и начинают взрывать растения, а их новый член Сик ведет их, управляя огнем. Он говорит, что они пойдут по лестнице, а не на лифте, потому что там установлены ловушки, но говорит, что так было бы, если бы его там не было. После этого он заходит в лифт и говорит, что проверит его, а они могут подняться следом, как только он обезвредит ловушки на пути. Пока он едет в лифте, на него нападают какие-то растения, свисающие с потолка, но он поджаривает их с помощью своей чайки и превращает в овощи. Добравшись до верхних этажей, он осматривается и видит, что они разбросали все кольца по этим этажам и, возможно, сбежали. Он отправляет сообщение своим товарищам и говорит, чтобы они поднимались на том же лифте, потому что он уже закончил. Его люди решают подняться на 2 лифтах, но как только второй лифт спускается, они видят, как Хираджи выходит из своего деревянного доспеха и начинает избивать их как сумасшедший. Он хватает одного из них и требует сказать, где Ванг, но они оказываются тупыми идиотами и взрывают друг друга, не заботясь о своей жизни. В конце концов, Хираджи побеждает их всех и возвращается в лифт, чтобы разобраться с Сигом наверху. Сиг удивляется, почему его друзья так долго не возвращаются, но тут видит, как Хираджи поднимается в лифте, весь в крови и в доспехах. Он заряжает свой огненный знак, и они оба готовятся к бою. Тем временем Рин удается сбежать, и она бежит к Канами и остальным. По пути она думает о том, зачем администратор игры устроил это масштабное событие и перестали ли они беспокоиться о том, что новички узнают об их игре. Отбросив эти мысли, она думает о кодах, которые получила из всех колец. Она думает, что сначала ей было трудно найти связь между кодами, но в конце концов она поняла, что их нужно расположить в порядке возрастания твердости камней. Ключевым моментом было то, что у Рубина и Сапфира был одинаковый номер, и расположив их таким образом, она поняла, что это координаты центра событий станции Сибуя. Это значит, что настоящее сокровище должно быть спрятано где-то там. Вернувшись в отель, Хираджи вспоминает информацию о членах 8-го клана, которую ему дала Рин. Она сказала ему остерегаться 2 членов клана по имени Линк и Сик, которые обладают телекинетической силой и способностью управлять огнем. Сик – редкий пиромант, который может окутывать свое тело пламенем высокой температуры, что делает его самым опасным. Хираджи пытается сразиться с ним в лоб, но Сик блокирует его атаки, нанося ему сильный удар огненным кулаком, прожигающим броню. Хираджи пытается убежать, но Сик просто пролетает сквозь баррикады, как будто их там нет. Затем он решает заманить его в ловушку с помощью гранат, спрятанных в лианах, но прежде чем он успевает их взорвать, Сик влетает в окно позади него, используя свою телекинетическую силу, и наносит ему сильный удар, отбрасывая его к Сигу. Тем временем Сак готовится нанести мощный удар и проделывает в Хираджи новую дыру, отправляя его в ряды таких людей, как Эйс, Абита, Ренгоку и других. Его органы разрушены, и он падает на землю, а Сик подходит к Ки и благодарит его за помощь. Но в этот момент Хираджи использует силу отцовской любви, оживает, заставляя свои лозы качать кровь в его сердце, и активирует бомбу-ловушку. Он отвлекает внимание, чтобы сбежать, но добирается только до 1-го этажа. Ки защищает Сига и себя с помощью своих способностей, и они вместе спускаются вниз, чтобы посмотреть, куда делся садовник. Им не приходится долго его искать. Он лежит на лестнице и умирает, но перед смертью говорит, что рад, что увидит их мертвые тела, и использует свои растения, чтобы обрушить все здание. Тем временем Рин замечает, что на станции Сибуя больше 20 человек, и говорит, что это нормально, ведь это центр событий. Кроме того, даже если кто-то еще знает коды, она единственная, у кого есть код с кольцами-алмазами. Она пробирается внутрь и решает поискать сокровища сама, но передумывает, когда видит Вонга и 20 его людей, обыскивающих здание. Осталось меньше 98 игроков, и она понимает, что он, должно быть, позвал членов клана из игры. Она никак не сможет найти сокровище, пока он рядом. Несмотря на это, она доверяет своим товарищам по клану и все равно решает поискать информацию. Она пробирается внутрь и идет дальше, но ее буквально убивает один из членов клана с волчьим носом. Он чувствует запах девушки, и я знаю, что вы все, кто это смотрит, задаетесь вопросом, каково это. В любом случае Рин убегает от них, перепрыгивает через железнодорожные пути и оказывается на некотором расстоянии от них. Затем она бежит вверх по лестнице и использует свою способность, чтобы убежать, но, к ее удивлению, внезапно перед ней появляется Ван и хватает ее.
Он спрашивает ее обо всем, что она знает о сокровище, но она говорит, что ничего не знает и даже не может дать ему кольцо. Он смотрит на нее как типичный злодей из аниме и напоминает ей о ее положении, ломая ей левую руку. Он снова спрашивает ее, и Рин говорит, что расскажет. И начинает рассказывать ему о древнем китайском яде, в котором ядовитых существ помещают в горшок и дают им сражаться, пока не останется только один, самый ядовитый из них. Затем она говорит, что это напоминает ему о нем самом, как о короле яда, но, видимо, Ван не фанат Марвел. И он злится и говорит, что будет отрезать ей пальцы один за другим, пока она не расскажет ему все, что знает о сокровище. В этот момент Шука бросает сверху светошумовую гранату, и все вокруг замирают, позволяя ей спасти Рин и привести ее к ним. Она благодарит Канами и остальных за то, что они пришли ей на помощь, и они все вместе противостоят Вану и его клану. Канами говорит, что у них есть важная информация о событии, и они хотели бы договориться с ними, или же они могут сражаться и умереть. Приятели Вайнера смеются над их предложением и говорят, что 8-й клан только берет и берет, и они убьют их всех, а одного оставят, чтобы он рассказал все, что знает. С этими словами они начинают драться друг с другом, а Рюга стреляет в них из автомата, и они тоже начинают отбиваться. Рин берет Канами, убегает, чтобы найти сокровище, а Шука и Суи объединяются, чтобы сократить их число и заморозить прямо на месте. В этот момент перед Шукой внезапно появляется Ван и разрывает ее цепи, но Рюба стреляет в него и говорит, что его настоящий противник прямо здесь. Он знает, что способность Вана позволяет ему телепортироваться в радиусе 5 метров, а также он может разрезать все, что находится в радиусе метра. Это значит, что он как мечник, который может мгновенно преодолевать расстояние в 5 метров. Поэтому если он будет сражаться на расстоянии 10 метров или больше, у него будет преимущество. Ван считает его слишком надоедливым для второстепенного персонажа и посылает нескольких своих людей, чтобы отвлечь его и заставить перезарядить оружие. В этот момент он использует свою способность и мгновенно появляется перед ним и отрубает ему руку, делая его левшой на всю жизнь. Тем временем Канами бегает с Рин и говорит ей сосредоточиться на взломе кода и выяснении, где находится настоящее сокровище. Он дает Рин время подумать, а затем, покопавшись в ее мыслях, использует функцию глубокого поиска ее способности и становится Эйнштейном. Посмотрев ей в глаза и пробормотав что-то на своем дурацком жаргоне, он наконец-то понимает, что означает код и где спрятано сокровище. После этого Ван готовит сашими и настойку из рыбы на станции. Рюба думает, что он не позволит так себя унижать, и собирается покончить с собой и Ваном, чтобы положить конец их вражде. Но прежде чем что-то успевает произойти, появляется Канами и говорит Вану остановиться. Он показывает ему ключ и говорит, что знает, где сокровище, и хочет обменять ключ на свою жизнь. Ван смотрит на него и напоминает, что все сделки, которые они заключают, предполагают только выгоду для них, поэтому они не позволят ему уйти отсюда живым. Рюба использует свой сигю и понимает, что Канами лжет и просто пытается привлечь внимание Рюбы. Он думает, что это не сработает, и Вану придется заплатить, потому что именно он убил его младшего брата. Ван говорит, что не верит ему, но Канами заинтересовывает его, направляя пистолет на ключ и говоря, что уничтожит его, если Ван не примет его предложение. Ван говорит, что ему все равно, но Рюба замечает, что Ван на самом деле заинтересован и врет. Он говорит, что Канами может лгать, а Канами отвечает, что ему придется поверить ему на слово, и что он узнал о сокровище, взломав код на кольцах. Сначала кольца указывают на станцию Сибуя, но чтобы узнать, где спрятано сокровище, нужен код с бриллиантового кольца. Он говорит, что, между прочим, код бриллиантового кольца 888 001 года. Когда вы разламываете его на две половинки, становится очевидно, что кольцо с бриллиантом – это кольцо с бриллиантом. Номер 888 относится к статуе Хатика рядом со станцией, так как Хати означает 8. Он подтвердил это, осмотрев статую и найдя там этот ключ. После этого он задался вопросом, для чего мог быть этот ключ. И, поразмыслив над кодом, понял, что он должно быть предназначен для банковской ячейки в первом отделении Национального банка. Пока Канами объясняет Вангу код, Рюми использует свой символ и выясняет, что Канами вытащил эту историю прямо из своей задницы, и в ней нет ни капли правды. Но вопрос в том, купит ли Ван это. Тем временем Ван задается вопросом, правда ли все это, потому что это звучит правдоподобно, но у него нет доказательств, подтверждающих это. Затем он думает о вознаграждении в миллиарды йен за кольца и задается вопросом, каким может быть сокровище за это, должно быть все это выглядит как изменение в сравнении. Кроме того, ходят слухи о получении особой привилегии за победу в турнире, и он заинтересовался этим. Он говорит Канами, что принял бы его предложение, но только сохранит ему жизнь, и Рюбё выходит из этой сделки. Канами говорит, что его это устраивает, поскольку он объединился с ним только ради этого события, и для него не имеет значения, выживет он или умрет. Услышав это, Ван начинает смеяться и говорит Рюа, что он был никчемным до самого конца. Однако Рюа знает правду о том, что Канами лгал благодаря его сигналу. Он замечает, что тот, должно быть, создает для него возможность победить Вана и внутренне благодарит его. В этот момент Канами бросает ключ в сторону Вана и говорит, что если тот ему не верит, то может сам проверить ключ.
Ван ничего не подозревает и идет вперед, чтобы поймать ключ, но Канами говорит, что это была ложь, и что это был всего лишь ключ от его скутера. А настоящий код был от шкафчика рядом с ним, и Канами использует этот момент, чтобы открыть его и закончить игру, найдя сокровище. Когда событие завершается, всех телепортируют из этого места, и они не могут двигаться, остается только Канами с коробкой в шкафчике. Он наконец-то вздыхает с облегчением и открывает коробку, но внутри находит только свой смартфон. Внезапно телефон начинает звонить, и он берет трубку. На другом конце провода оказывается один из администраторов игры Ди. Парень представляется разработчиком интерфейса приложения и говорит, что он своего рода посредник, и рассказывает о наградах, которые он получил за прохождение этапа. Во-первых, он получил 10 очков в качестве базовой награды, половина из которых была распределена между его друзьями. Он заработал еще 1,237 очков за выживание, в итоге получив 6,237 очков. Для справки, это почти 4,2 миллиона долларов США. Кроме того, ведущий говорит, что Канами может загадать одно желание, которое он исполнит, но о таких невозможных вещах, как воскрешение мертвых или бессмертие, не может быть и речи. Он сразу же говорит, что хочет выйти из игры, но ведущий не разрешает, потому что это противоречит его интересам. Вилби рассказывает ему о двух способах выйти из игры: либо пройти ее до конца, либо убить его и удалить игру. Выслушав это, Канами думает, что он может попросить, чтобы ему помогли пройти игру, не убивая других и не позволяя другим убивать его. Он хочет, чтобы другие игроки присоединились к игре, а потом он попросит об одолжении. Выслушав его, ведущий соглашается и говорит, что в качестве подарка за прощение он назовет ему имя своего символа — огненный бог железа. После этого он желает ему удачи и телепортирует его. 2 месяца спустя новостные каналы сообщают о теракте, который произошел в этом районе, и говорят, что они до сих пор не знают, что именно случилось. Кроме того, Канами и его друзья не появлялись в школе 2 месяца, и Йода Толстяк удивляется, куда они все подевались. Он решает навестить Канами позже, чтобы обсудить планы на летние каникулы. В особняке Шуки она рассказывает Суи историю о 3 поросятах, которые ушли от родителей и решили жить отдельно в разных домах. Самый младший построил себе дом из соломы, но пришел волк, разорвал его домик в клочья и съел поросенка. Потом он пошел ко второму поросенку, который построил себе дом из дерева, поджег его и съел жареного поросенка. Наконец он пришел к третьему поросенку, который построил себе кирпичный дом и, разбив стены, съел последнего поросенка. Так что мораль этой истории в том, что кем бы ты ни был, если ты свинья, тебя съедят живьем, так что не будь свиньей. Шука говорит, что она не права, и настоящая мораль этой истории в том, что если они хотят построить дом, то пусть строят из чего-нибудь слабого, например, из соломы, дерева или кирпичей, а не из современных материалов, которые называют замками. Пока мы все гадаем, что это была за история, они начинают искать здания, которые можно купить для своего клана, и думают, не стоит ли им избавиться от 8-го клана, потому что в будущем они могут доставить неприятности. Тем временем к дочери Хираджи приходит человек из страховой компании, который дает ей чек на 300 миллионов иен и приносит соболезнования в связи со смертью ее отца. Она отказывается принять это как факт и просит его уйти. Мужчина уходит и сталкивается с Рин, спрашивает, не могла бы она представить его Канами, но Рин отвечает, что она не его личный менеджер или что-то в этом роде, и он может сам прийти к нему в клан. После того, как он уходит, дочь Хираджи выбегает и случайно толкает Рин. Она извиняется перед ней и рассказывает о человеке из страховой компании. Рин представляется информационным брокером, аналитиком, и говорит, что если она хочет узнать что-то о своем отце, то может обратиться к ней. После этого дочь Хираджи, Сузуми, показывает ей чек и спрашивает, настоящий ли он. Рин советует отнести его в банк и убедиться самой, а всем, кто интересуется, говорит, что это около 2 миллионов долларов США. С другой стороны, в боксерском клубе Данджо Рюда залечивает свои раны и отращивает руку благодаря Кейту, жене владельца клуба Данджо. Данджо говорит, что это было частью сделки, которую он заключил с Канами, а затем добавляет, что в его клубе есть и обычные игроки в кикбоксинг. Кроме того, он присоединился к игре, чтобы получить силу сигила, и теперь он достаточно силен, чтобы справиться с танками, если они будут сражаться по одному. Затем они подходят к Канами, который выглядит немного потрепанным. Инукай помогает ему тренироваться, и Дандра говорит, что он выполнил их соглашение, вылечил Рюгу и помог ему стать сильнее. Так что теперь они могут обсудить предложение, которое Канами сделал 2 месяца назад. Канами говорит, что он согласен, и говорит, что как лидер клана он хочет официально заключить союз между их кланами. Дан говорит, что его цели и этика ему подходят, но союз требует, чтобы обе стороны получали выгоду. Поэтому, если Канами хочет сразиться с ним 1 на 1, чтобы проверить, достоин ли он союза, то он готов. Впервые Канами с нетерпением ждет боя и принимает вызов. Тем временем Йода идет в дом Канами, чтобы встретиться с ним, но находит там Ки из 8-го клана. Он спрашивает, друг ли он Канами, и говорит, что хотел бы поговорить с ним. В боксерском клубе Данджо и Канами готовятся к бою на подземной арене.
Оказывается, Данджо игрок 4-го ранга в рейтинге D-игр, он выиграл одно из крупных соревнований и получил право проводить показательные матчи с одиночными игроками в обмен на очки в своем дадзё. Он кажется хорошим парнем, но хочет убедиться, что Канами достойный союзник, и начинает их поединок без ограничений. Единственное правило — не наносить урон зданию и не убивать друг друга намеренно. Канами начинает бой, активируя свою чайку и создавая пулемет, но Данджо бросается на него как бык и пытается прижать его к земле мощным ударом сверху. Канами отпрыгивает назад, чтобы увернуться от атаки, и вспоминает, как Пикколо тренировал Гохана. Он начинает сопротивляться, бросая в Данджо несколько ручных гранат, но тот проходит сквозь них, как Джига Чет, и выходит из дыма с еще одним мощным ударом, от которого под ними трескается пол. Канами продолжает убегать и пытается выстрелить в него из пистолета, но Данджо сокращает расстояние между ними и пытается выбить пистолет у него из рук. Канами отвечает, создавая клинок и пытаясь ударить его в ответ. Данджо отпрыгивает назад и спрашивает, не это ли его секретное оружие, а Канами отвечает, что у него есть еще много чего в запасе. Затем он создает автомат Скорпион и начинает безжалостно стрелять в Данджо. Тот прячется за бетонные колонны и хвалит его за универсальность. Тем временем среди зрителей Инукай, Кит, Рюга и Ин. Рин замечает, что Канами стал таким сильным за такое короткое время, и Рюба говорит, что он не просто сидел на заднице, пока заживала его рука, а нашел торговца оружием, чтобы достать его. Оказывается, Рен все об этом знает и говорит, что это, конечно, хорошо, но Канами использовал все свои карты, а Данджо еще даже не активировал свой сигнал. В этот момент Данджо бросается к большому камню, поднимает его и, используя как щит, бросает в Канами, чтобы сбить его с ног. Канами падает, и Данджо использует это, чтобы оказаться сверху, и говорит, что это конец, но достает гранату и говорит, что взорвет их обоих. Это заставляет Данджо ослабить хватку, и он активирует свой сигнал, делая свое тело очень твердым. Внезапно граната взрывается, и оказывается, что это была дымовая шашка. Канами использует это, чтобы вырваться, и направляет оружие ему в голову, говоря, что готов к продолжению. Данджо поднимается и говорит, что признает Канами равным себе и соглашается заключить союз, но потом говорит, что, похоже, они оба хотят повеселиться в этом бою. В этот момент перед ними внезапно появляется девушка в маске лисы и сбивает их с ног. Канами думает, что это конец, но потом все становится нормально. Дёйнджер узнает в ней игрока 1-го ранга Лю и говорит, что это была ее атака энергетическим мечом. Лю говорит, что ей нравится Канами, и она хочет сделать на него ставку во время последнего крупного события. Она говорит, что решила забрать его себе и просто похитила его из дадзё, лишив сознания его друзей с помощью своей техники энергетического меча. После этого инцидента Рин и Рю возвращаются домой к Шуки и рассказывают ей обо всем. Будучи настоящей мамочкой Деми, она говорит, что у нее не будет ничего подобного, и они пойдут спасать своего лидера, и что она единственная, кто может это сделать. Пусть Канами будет домашним животным ее рабыни. Они все соглашаются и начинают гоняться за ними, благодаря функции поиска в телефоне Шуки. С другой стороны, в машине Лю она связывает руки Канами и говорит ему, что хочет обучить его стать великим убийцей, потому что считает, что у него большой потенциал. В нем самом. После этого она опустила глаза и сказала, что она происходит из клана ассасинов, которому уже 2000 лет. Недавно ее клан искал преемника, и она была бы не против выйти за него замуж, если уж на то пошло. Канами считает ее сумасшедшей и говорит, что она должно быть глупа, если думает, что он примет такое предложение. Шупа, в конце концов, это достаточно безумно, чтобы он мог справиться с этим за всю свою жизнь. Богатый на вид старик, которого мы видели раньше, оказывается ее дворецким Симингом, и он говорит ей, что, похоже, за ними кто-то гонится. Лю использует телефон Канами, чтобы позвонить Шуке, и просит его сказать им, чтобы они отступили, так как она уверена, что он знает, что они не смогут победить ее. Она подносит телефон к его рту, и, к ее удивлению, он говорит им протаранить их машины или что-то в этом роде, но чтобы заставить их отступить. Машина остановится, несмотря ни на что. Лю говорит, что не ожидала, что он из тех, кто не знает, когда нужно остановиться, но это не значит, что ей это не нравится. Канами говорит, что он уже далеко продвинулся, никого не убив, и он ни за что не будет подчиняться приказам того, кто только и умеет что убивать. Затем он говорит, что присоединится к ее клану или станет ее мужем, если она сможет выбраться из этой ситуации, не убив никого из клана Заката Ворона. Тем временем Шука и остальные приближаются к их машине, и Рине пытается подстрелить их из снайперской винтовки. Но они оказываются пуленепробиваемыми, и она говорит, что им придется врезаться в них на полной скорости. Затем она приказывает Суи начать клановую битву против Лю, чтобы использовать режим скрытности в D-игре, и они начинают приближаться к ним. Шука забирается на крышу машины с цепями и готовится атаковать, но Лю выходит из машины и тоже забирается на крышу. Она нападает на нее, но Лю останавливает ее своим энергетическим мечом. Но, к ее удивлению, Шука мгновенно приходит в себя после того, как техника отправила ее в состояние смерти и продолжает сражаться с ней. Лю отбивает все ее атаки цепями своим мечом, и они оба останавливаются после того, как сражаются в ничью. Затем
Затем они продолжают сражаться, и Шуке удается столкнуть Лю с крыши. Но оказывается, что Лю сделала это специально, чтобы заложить бомбу в машину Шуки и остановить вращение колеса. Рюба пытается снова управлять машиной, но они начинают терять дистанцию. Шука подпрыгивает, но кажется не успевает, но тут Канами хватает ее и бросает в нее пару контейнеров с жидкостью. Шука цепями взрывает их, а Шода замораживает колесо Лю и взрывает его. Обе машины останавливаются, и пассажиры выходят. Канами объявляет о своей победе, но Лю спрашивает, правильно ли это, потому что она здесь и Шука висит на расстоянии. Но тут вмешивается Саймон и говорит, что они проиграли, потому что их машина сломана, и если он пойдет менять колесо, Шука сможет двигаться, а Лю не сможет забрать Канами, не убив ее. Лю немного расстроена, но принимает это и объявляет победу закатного ворона. Затем Канами предлагает ей заключить союз с его кланом, если она хочет работать с ним, и она говорит, что не помнит, чтобы когда-либо обещала что-то подобное. После этого она говорит, что присоединится к его клану и сама решит, достоин ли он ее. Очевидно, что никто этому не рад, особенно Шука. Но наш парень Канами соглашается при условии, что если она когда-нибудь предаст их, то сначала предаст его, а потом уже остальных членов клана. Лю обещает, и так закатные вороны получают Лю и Саймона в качестве новых членов. Вот это я понимаю умение договариваться. Тем временем Ван и его клан схватили Йоду и лишили его способности играть на гитаре, отрезав все пальцы. Они отправляют Канами видеосообщение и говорят, чтобы он пришел к ним, иначе его друг больше не сможет ходить. Канами получает видео и совершенно теряет рассудок. Он думает, что это он виноват в похищении бедного Йоды, и теперь у него нет пальцев. Как он теперь сможет найти себе девушку? Он в ярости начинает бить стену, но Рюба успокаивает его и говорит, чтобы он подумал об этом рационально. Они отправляют Рин собрать информацию о логове Ванга, и она узнает, что они прячутся на складе возле залива, и что у них осталось от 12 до 15 человек. Среди них лидер Ванг и Ки, которые владеют сигилами, но пламенного демона сигила среди них нет. Рим задается вопросом, не Хираджи ли уничтожил сигил, а затем возвращается на базу, чтобы составить план. Перед тем, как уйти, Катори просит Риан принять ее в клан вместо того, чтобы давать ей баллы. Она говорит, что хочет присоединиться к их клану. Риан говорит, что не уверена, что это будет правильно, но все равно передаст ее просьбу лидеру. Позже тем же утром Ванг ждет Канами и видит, как его толстый друг плачет на полу без пальцев. Он говорит, что знает, что Канами мягкий человек, который не позволит никому умереть из-за него, так что даже если этот толстяк ему не знаком, это не имеет значения. Внезапно приходит один из членов клана и говорит, что их окружили полицейские и спецназ. Ванг удивляется, почему здесь пушечное мясо, и посылает Ки разобраться с ними. Затем он сам идет к черному входу и делает сашими из полицейских, пытаясь пробраться внутрь сзади. Тем временем Шука следует плану и незаметно подбрасывает телефон Йоде. Канами звонит ему и говорит, чтобы он перешел по ссылке и присоединился к игре Дарвина, даже если ему придется использовать язык, нос или ноги. Йода пытается, но случайно сбрасывает звонок. После нескольких попыток ему удается перейти по ссылке, и он получает сигнал. Оказывается, это способность управлять предметами силой мысли, и он использует ее, чтобы освободиться. Вскоре один из членов клана подходит к нему, чтобы застрелить по приказу Вана, но Йода отбрасывает его как тряпичную куклу. И думает, что Канами хотел, чтобы он использовал эту способность для побега. Он начинает крушить все вокруг, пока не появляется Ван и не показывает ему, кто здесь главный. В это время Канами думает, что Йода ничего не сделал, и решает протаранить машину, чтобы спасти его силой. Они высаживают Рейна и Суи и направляются прямо к входной двери, но останавливаются, увидев стоящего там Ки. Оказывается, у них есть Инукай в качестве подкрепления, и он говорит, что возьмет Ки на себя. С этими словами Рюга и Канаан входят, чтобы спасти Йоду. Снаружи Инукай сталкивается с Ки и говорит, что знает о нем все. Что он был полуфиналистом чемпионата Японии по картингу и выиграл бы, если бы случайно не убил своего соперника во время матча. Затем он говорит, что сегодня убил столько копов, и не понимает, почему такой человек, как он, решил стать псом Вана. Он говорит, что никогда не поймет, насколько Ван великий человек, и объясняет, что после того случая, когда он попал в аварию, семья его противника стала считать его преступником. Он бросил карате, но боль не проходила, и тогда Ван помог ему. Он пришел к нему и просветил его своей мудростью из путеводителя по Сашими Ванчанга 101,
и сказал, что боль вызвана тем, что он убил только одного человека. А в таких ситуациях нужно убивать больше и что смерть побеждает смерть. А потом, когда он начал играть в D-игру, боль и страдания ушли, как и говорил Ванга. Вот что значит иметь куриные мозги. Послушав этого придурка, Ки отмечает, что его IQ упал на 2 пункта и решает просто вступить в бой. Он вызывает его официально через игровое приложение и начинает бой с удара ногой, но Ван блокирует его ударом силового поля. Инукай отпрыгивает назад и удивляется, насколько силен этот парень, а затем надевает очки и активирует свой сигнал. Оказывается, его сигнал — это суперскорость, поэтому он надевает очки и начинает атаковать Ки быстрыми комбинациями боевых искусств. Тем временем Рэм уничтожает нескольких членов клана и использует свою силу, чтобы направить воду из океана, чтобы Шода могла заморозить оставшихся членов клана льдом. Расправившись с пушечным мясом снаружи, они направляются к точке Б, и похоже, что на этот раз они одержат полную победу над 8-м кланом. Пока все это происходит снаружи, Канами и Рюга сталкиваются лицом к лицу с Вангом и его людьми. Они спрашивают, где Йода, и Ванг отвечает, что уже отправил его обратно. Затем он говорит им обернуться и посмотреть. Канами оборачивается и видит коробку, из которой течет кровь. Он открывает коробку с ужасным выражением лица и находит там отрезанную задницу Йоды. Он начинает плакать, вспоминая своего друга, а потом всех людей, которые погибли по его вине. Внезапно он перестает плакать, и Ванг думает, что наконец-то сломал его. Он возвращается и говорит своим людям прикончить их, потому что это уже не весело, но тут Канами внезапно оборачивается и расстреливает их из пистолета, что становится его первым прямым убийством в сериале. Это всех удивляет, и Канами говорит, что сначала он думал, что всех в игре заставляют убивать, потому что иначе они умрут. Но на самом деле его люди просто мусор, который убивает других, независимо от того, играют они в игру или нет. Осознав это, он избавляется от своей мягкости и хладнокровно убивает еще нескольких человек, прежде чем сказать Вангу, чтобы тот пришел в себя и начал драться всерьез. Ванга раздражает его самоуверенное выражение лица, и он прыгает прямо на него, используя свою способность, но Шука наносит ему удар в спину. Она говорит, что он однообразный боец, который знает только один набор приемов, и заманивает его на крышу. Тем временем люди Вана окружают их с оружием, но Канами сейчас в своей броне, и мы все знаем, что это значит для НПК с другой стороны. Он безжалостно убивает их как скот на бойне, а потом позволяет Рюге прикончить тех, кто остался в живых. Это один из самых ярких моментов, когда мы видим, что Канами может быть убийцей, о чем говорил Лю. С другой стороны, Шука забегает на склад и прячется от Вана. Ван спускается и начинает оскорблять ее и Канами. Услышав, как он выплевывает свои отвратительные фантазии, Шука выходит и спрашивает, не обделался ли он в детстве и не забыл ли смыть за собой в туалете. Ван говорит, что он тоже много о ней узнал, и что она не такая, как он. Он говорит, что ее знак позволяет ей управлять цепями, и бросается на нее. Шука атакует его цепями, но он просто разрезает их своим знаком. Но вместо того, чтобы напасть на нее, он падает лицом вниз и смотрит на свою отрубленную ногу, лежащую на полу. Он начинает плакать как девчонка и говорит, что убьет ее, а затем использует свою технику телепортации и появляется позади Шуки. Затем он использует свою птицу, чтобы убить ее, отрубив ей шею, но вместо этого падает на пол и не понимает, что произошло. Он пытается понять, что произошло, и думает, что это какая-то ошибка в игре, или у нее есть какой-то новый сигнал, который превосходит его пространственный разрез. Шука оборачивается и спрашивает его, готов ли он потерять последние 2 конечности, которые у него остались, и тут он замечает, что весь склад завален проволочными ловушками. Шука говорит, что заранее установила эти тонкие прочные проволоки, а Ванг сам отрезал себе конечности, подойдя к ней. Он говорит, что проволокой кости не перерубишь, а она отвечает, что это правда, но ее знак — это способность управлять любым проволочным материалом, включая нити и цепи. И она использовала ее, чтобы вибрировать струнами, как электрической пилой, и разрезать его как масло. После этого она связывает его проволокой и спрашивает, готов ли он умереть. Но Хуан использует свой секретный прием и меняется с Шукой местами, заставляя ее попасть в ловушку, а сам освобождается. Но оказывается, это не имеет значения, потому что она держит концы проволоки и, чтобы наказать его тупую задницу, отрезает ему вторую ногу. Шука подходит к нему, чтобы добить, но он использует свою силу и впервые в жизни телепортируется на 100 метров в небо. Затем он снова использует свою способность, чтобы не разбиться при падении, и радуется, что он все-таки главный герой игры и сумел избежать смерти. Но потом он с ужасом смотрит вверх, когда к нему подходят Руга и Канами и спрашивают, готов ли он умереть. Ванг писается в штаны и говорит, что признает поражение, и отправляет Канами 1800 очков. К сожалению для него, Канами говорит, что этого недостаточно, чтобы оставить его в живых. И раскрывает, что использовал свою привилегию, чтобы получить доступ к специальной функции в покере, которая позволяет ему делать ставки на бой и менять ставку в любой момент. Он объясняет, что это работает как в покере, где если он делает ставку, его оппоненты должны сделать такую же, и в этой битве он выиграл более 8 очков.
что означает, что его клан проиграл. Он получает все очки от всех 8 членов клана, и они остаются ни с чем. Как мы знаем, в теории Дарвина эволюция – это реальность, и в наши дни деньги решают все. Без очков весь клан проиграл игру, и всех их телепортировали в другой мир. Через несколько дней после всех этих событий клан Закат покупает огромное здание и начинает захватывать близлежащие территории. Они захватывают всю территорию Ванга и даже небольшие участки у Набана и объявляют, что любой, кто будет играть в игру Дарвина на их территории, будет убит. Они убивают только в случае необходимости и оставляют нарушителей в живых с пожизненными травмами, чтобы донести свое послание.